почувствуйте, загляните, как Вселенная велика. Чтобы услышать зов Вселенного, давайте соберемся, сияйте вместе и будем слушать там. Как велика Вселенная, пусть посылает нам детям свои счастья, раскрытие. Передадим этот зов шепотом детям своим, пускай увидит счастье, пускай познает зов Вселенного. Чем бы я ни занимался, мне надо доводить до истины. Сначала надо понимать, а потом практиковать. А вот в своей практике познавать самого себя и энергиями, сердцем, сознанием все это начинается делать. Это и есть истинная сила. Медитируя я начал после долгого путешествия в Европу, в Америке и по России, Украине, Казахстане, Белоруссии, что бы я должен делать своему народу. А потом начал постепенно, детям надо что-то делать, потому что у меня детей много. Внучки, внуки, правнуки даже есть. Чтобы они жили действительно счастливо, чтобы они жили, продолжая своих предков более активно и аккуратно и мудро, и жили своей жизнью, продолжали жизнь наших. Что надо делать? Как им помочь, чтобы они действительно активно начали петь? Такую медитацию ощущал я. И вот вместо ЗОП 13 я хотел призывать шаманов, чтобы детям было открывать дорогу, детям было хорошо, было по всему миру. И именно шаманов призвать, чтобы вокруг костра танцевали детям мира, и чтобы не было сиротов, и чтобы не чувствовали страдания, чтобы всегда чувствовали счастье дети мира. В таком образе я хотел детям мира. И поэтому в этом проекте есть даже помощь детям, кто приезжает, помощь детям, должен будут по отношению делать детям. У нас там есть дети, сирот очень много. Когда призываю 13 шаманов, я сам буду просто делаю зов, призыв создаю 12 шаманов. И чтобы они приехали в Туву, и каждому шаману предоставляем Сока, гора, отдельная гора, чтобы он 3 дня там сидел, медитировал, соединялся духом Вселенного, и что и они узнавали шепот Вселенной, что они хотят, будущее, какие движения хочет создать Вселенная, планеты, звезды, в каком состоянии находится Луна,
и солнце, и пусть они соединяются с этим Вселенным. И в то же время, в каком состоянии будут будущее человечество на земле, в которой мы живем. Что может шаман сказать будущее человечества? Что может сказать шамана детям, чтобы не было сиротов? Какие выходы есть, чтобы детям нашим было счастливее и мудро создавали свет в своем сознании? Какие пути есть? На неделю выходить, быть единым в чувстве, быть и в природе, ощущать свою силу себя, услышать себя и не видя никого, просто слушать природу, просто слушать зов горы, просто слушать хозяина горы или хозяина источника, целебных источника, и находиться там, отдыхать даже 2-3 дня, никого не слушать, и слушать только себя, и слушать природу. Это и есть счастье наше. Я многих желающих жду от Украины, жду от Белоруссии, народа Белоруссии, Казахстана. И большинство людей будут с России, россиян. И параллельно они будут принимать практики от тувинских шаманов, бурятских шаманов, монгольских шаманов, из Якута приезжают шаманы, алтайские шаманы тоже будут. Они будут передавать свои практики тем людям, которые желают совершенствоваться тонким миром, тонким ощущением духа, и передает практики, принимает. И в то же время где-то 12 и 18 певцы, тувинские певцы, которые изучают, которые поют мастера по хорловым пениям. И они будут там тоже передавать свою практику в течение 5 дней. По утрам будем петь песни, мантры шаманские. И танец орла, массовый такой танец орла. Люди, чтобы сами ощущали, изучая это искусство движений, искусство звука и дыхания, и танцуя вокруг костра, каждую ночь будут там 2 часа танцевать с 11 до час, чтобы они почувствовали исцеление самого себя. И каждый желающий и желательно к себе имели бубна и шумовой инструмент всякие разные. Даже можно сделать для себя маски, кто в каком году родился. Например, год пока кто-то родился, ее маска надо пока. Кто-то год змеи родился, не значит маски змеи, чтобы вокруг танцевать, вокруг костра. И в то же время там 12 столбов, в середине 13 столбов, и там на этом столбе будет орел, который призывающий, это символ орла, и это символ там понятия шаманизма сейчас находится. И там же и многие шаманы будут принимать индивидуальные приемы. В свободное время может присутствовать индивидуальный прием. Сейчас на данное время ищу спонсоров, тех людей, которые помогали, спонсировали. Их имена тоже будут называться в этом фестивале. Для них будем призывать духов, чтобы помогали и более активно они стали. Таким образом, будем просить помощь духам, чтобы не только они, а их дела развивались, их общество развивались, их люди более активную жизнь перешло.
Сейчас мы на данное время играем огня. Это и есть сила души, эра души. А эра души хочет властвовать. Мы пока не умеем властвовать над собой. Мы желаем властвовать над чем-то, над кем-то, над природой или что-то власть создать. Это душа так желает, душа это тело так желает. Пройдет тысячелетие, это желание исчерпывается, и такое желание исчезает, приходит эра духа человечества. Это высшая ступенька нашего эволюции состояния сознания. А потом пройдет тоже тысячелетие, 2-3 тысячелетия, может быть даже миллионы лет пройдет. Эра сознания. Эра сознания не нуждается в теле. Эра сознания только объединяются все духи огня и будет присутствовать в любом месте либо видимый дух, либо видимый дух огня, который создан всеми духом огня. Мы, шаманы, должны слушать мира, слушать шепот земли, слушать шепот растений, дерева, слушать шепот воды, использовать силу духа огня более тонком уровне, а не создавать взрыв против своих. Нам нужно взрыв, осознанное состояние. И поэтому сейчас на данное время у нас период сознательное состояние. Осознанно изменить своего тела, осознанно перейти путь развития, очищений, развития любви, развития понимания внутренности, понимания мира и понимания друг друга. Такое состояние, такое время мы сейчас находимся. Тем быстрее мы осознаем свою ошибку, тем быстрее мы будем очищать эту ошибку и переходить на другое измерение, другое пространство в мире.